То, что я вам рассказываю в нашем сериале «Плов. Кулинарные исследования», вам не расскажет никто. Я бы и сам вам не рассказал то, что собираюсь рассказать сегодня, если бы не вы. Да-да, именно вы, комментаторы, зрители, подписчики, подсказали мне идею провести еще один опыт, еще одно исследование, которое я даже, когда работал над этой книгой, не проводил. Это исследование касается приготовления зирвака. Дело в том, что мне правила приготовления зирвака, которые прописаны во всех кулинарных книгах, кажутся абсолютно очевидными. Знаете, что там написано? Что зирвак, чем дольше готовится, тем лучше. Во-вторых, что зирвак, чем медленнее кипит, тем лучше. Ну и в-третьих, это совершенно очевидно для тех, кто видел хоть раз в жизни, как готовится плов, ну вот там, в Узбекистане. Никто никогда казан крышкой во время приготовления зирвака не закрывает. А люди меня спрашивают, а почему вы не закрываете крышкой зирвак, раз вы тушите? То есть в понимании человека, воспитанного вокруг европейской кухни, тушение должно происходить под крышкой. А в Узбекистане не так. В Узбекистане тушат без крышки. Давайте проверим, а что же правильно? Как правильно? Правильно все-таки тушить под крышкой или правильно все-таки тушить без крышки? Я беру зажарку. Это заранее подготовленная зажарка. Мы это сделали еще до начала съемок, потому что не хочу тратить много вашего времени. Вопрос слишком уж простой. И мы сейчас просто-напросто разложим эту зажарочку на 3 разных казана, кастрюли и поставим тушиться зирвак 3 разными методами. Один из методов точно так, как в Узбекистане. То есть без крышки и очень медленно. Второй метод мы будем тушить под крышкой. Третий метод основан на моих домыслах. В старых книгах, авторов которых я очень уважаю, написано, что чем медленнее кипит зирвак, тем вкуснее будет плов. Дело в том, что у меня есть казан, который позволяет кипятить ровно с той температурой, с какой надо. Даже медленнее, чем если бы он был нагрет 100 градусов. Я могу выставить этот казан на 98-99 градусов и поставить зирвак вот там. То есть пузыриться вообще не будет. Зирвак будет томиться. И мы узнаем, получится ли он вкуснее. Я доливаю немного воды, примерно так, как полагается для приготовления зирвака. И мы начинаем процесс. Этот процесс будет продолжаться примерно 40 минут. Это абсолютный минимум. Это опять-таки то, что написано в книжках, что зирвак должен кипеть хотя бы 40 минут. А для хорошего плова, для свадебного плова, для дорогих гостей зирвак готовят и 2 часа, и 2,5 часа. Томится едва-едва побулькивая. Но там речь идет об огромных казанах, об огромных количествах плова. А мы сегодня вот одну порцию, килограмм мяса, килограмм морковки разделили на 3. На 3 примерно равные части. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название?
Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3 получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. Я надеюсь, что результаты нашего эксперимента будут достаточно наглядны, и вы даже по видео все поймете. Но, тем не менее, мне придется еще и пробовать этот зирвак. А вам придется поверить мне на слово, который из них вкуснее. Надеюсь, что кое-что вы увидите глазами, но для того, чтобы пресный зирвак не сбил меня с толку, я все зирваки примерно в равных пропорциях подсаливаю. Ага, закипело, и я слушаю старших. Убавляю нагрев на самый минимум. Настолько, насколько только позволит мне эта маленькая, маломощная газовая плита. Ну вот, начало кипеть, и я выставляю термостат на 99 градусов. Ну, понимаете, да, кипящая вода – это всегда 100 градусов. Вот всего лишь навсего 1 градус меньше. Но так, чтобы пузырьки не поднимались. Мне кажется, что мы с вами на грани одного открытия в отношении плова. Этот кипит нормально. Попробуем еще уменьшить. А вот этот кипит, посмотрите как. Ну вот совсем чуть-чуть. Едва-едва. Прямо как в учебнике написано. Но мы его накрываем. Накрываем крышкой. И пусть все 3 зирвака простоят равное время.
Итак, первый тест. Визуальный. Мы должны оценить внешний вид зирвака. Я постараюсь перелить в стакан только воду, а точнее сказать бульон, и только масло. Я постараюсь не зачерпывать никаких овощей, ни моркови, ни мяса. Ничего этого для оценки зирвака нам не надо. Итак, вот у нас первый зирвак. Я хочу обратить ваше внимание, да, возможно, вы и сами обратили внимание, особенно те, кто смотрели предыдущие серии. Ссылка вот здесь. Раньше, когда мы показывали с вами зирвак, количество жира и количество бульона было примерно равным. Но это уже разведенный зирвак. Это зирвак, который готов принять в себя рис. Поэтому части бульона здесь несколько больше, чем жира. Но хочу обратить внимание на красивый цвет этого бульона, хочу обратить внимание на чистоту, идеальную чистоту жира. И хочу особо обратить ваше внимание на то, что очень быстро слоился жир и бульон. Практически нет никакой суспензии. Теперь мы открываем зирвак, который готовился под крышкой. Я выставлял огонь на самый минимум. Очевидно, что он кипел все эти 40 минут очень бурно. Совсем не так, как написано в учебниках. И прошу обратить внимание на то, какой это зирвак. Он получился изрядно мутным. Вы видите, даже морковь какая-то. Посмотрите, вот здесь какая и здесь какая. Здесь полупрозрачная, живая. А здесь какая-то мутная и, мне кажется, готовая развалиться вот-вот. Вот какой бульон. Изрядно мутный, непрозрачный. Он даже чуточку светлее, чем здесь. Этот бульон получился как-то понасыщеннее по цвету. Более такой красный. Это может быть связано и с тем, что какие-то куски мяса более зажаристые здесь оказались. Неважно. Я хочу обратить внимание на то, что он мутный. И жир в этом бульоне тоже достаточно мутный. Сравните, пожалуйста. То, как у нас кипел под крышкой этот зирвак, еще ничего, еще не слишком страшно, не слишком ужасно у нас получилось. Но иногда кипит очень сильно, и тогда невозможно даже отличить, где жир, а где сам бульон. Зирвак получается мутным, и жир равномерно распределен, как это назвать, суспензия, да? Так вот, когда мы опускаем рис вот в такой зирвак, у нас все получается нормально. Рис опускается сначала ниже уровня масла, впитывает бульон, а постепенно масло оседает, проходит сквозь слой риса. Когда у нас жир распределен по всему зирваку, мы опускаем рис, он как-то постепенно отходит, и сколько-то влаги все равно рис питается, но значительная часть жира окажется не на поверхности риса, не смазывает рис, а опускается вниз, на дно зирвака. И вот это самое плохое, что может случиться, потому что весь вкус плова находился именно в масле. А масло где? А оно утонуло. Да? А рис остался слипшимся в результате без масла. Он остался невкусным. Он остался каким-то кисловатым. Ну, давайте посмотрим на третий наш зирвак, который совсем не кипел, потому что температура в казане все эти 40-45 минут поддерживалась 99 градусов. Наверное, здесь вообще шедевр получился. Давайте проверим. Удивительное дело. Я этого не ожидал. Смотрите, зирвак практически совсем не кипел. И он получился
темнее этого. Темнее, чем тот, который кипел умеренно. Я не понимаю причину. Но вот этот, который кипел очень бурно, он светлый. Он мутный, он светлый, он желтый. Посмотрите. Совсем не кипел, а вот этот кипел. Но остался самый главный, пожалуй, что тест. А каково это на вкус? Хорошо ли это? Давайте пробовать. Попробую согнать жир. Нет, не сгоняется. Заставлю кипеть. И там, где будет кипеть, где будет бурлить, жир сам с собой отойдет в сторонку. И я наберу только бульон. Я хочу попробовать именно бульон. Вот он. Я опять не понимаю. Очень густой цвет. Видите, самый густой цвет у бульона. Но вкуса практически нет. Давайте посмотрим вот этот зирвак. На самом деле, очень слабый вкус у этого зирвака. Другое дело. Вот этот зирвак имеет вкус будущего хорошего плова. К слову сказать, можно и жир попробовать, но для того, чтобы оценить вкус жира, либо масла, которое выступило на поверхность, лучше сделать это кусочком хлеба. То есть взяли в ложку этот жир, набрали, обмакнули и попробовали. Но так вы никогда не узнаете, а насколько он соленый. И какие вещества экстрагировались из овощей, из мяса, собственно говоря, в сам бульон. Вот это наш светленький бульон, который готовился при бурном кипении. Жирный, замыленный вкус. Вот не самый приятный вкус. Какие выводы делаю я? Возможно, что это не истина в последней инстанции. Я могу только предположить, что те вещества, которые отвечают и за цвет, и за запах, и за вкус в этом зирваке, они просто-напросто распались из-за того, что кипело слишком быстро. Жиры каким-то образом могут омылиться, но я не уверен, что здесь это произошло. А в этом зирваке, наоборот, эти вещества сохранились максимально. Возможно, что следовало бы варить этот зирвак в большом казане и вовсе при температуре 90 градусов и при закрытой крышке, но значительно более долгое время. Ну, примерно по аналогии су-вид. Потому что сейчас те вещества, которые отвечают за аромат и за вкус, они все еще остались там, в моркови, в мясе. Может быть, это даже и хорошо для какого-то вида плова, но не для ферганского плова, о котором мы в основном говорим. Одним словом, вот эти результаты еще следует изучать. И, может быть, те люди, которые знают кулинарии несколько больше, чем я, смогут когда-нибудь найти ответы, почему сегодня в нашем опыте получилось так. Ну, а я пока могу сказать, что иногда следует довериться народному опыту, который вырабатывался не одно столетие, не одно тысячелетие. И если народ пришел по каким-то причинам к таким выводам, что необходимо тушить зирвак без крышки, на очень слабом кипении, то значит это имеет какое-то научное обоснование. Если мы его сейчас не видим и не знаем, это означает только то, что мы о кулинарии пока знаем не очень много. Не все, во всяком случае. Дорогие друзья,
Почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания Гран-при. То есть это фактически Оскар в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому. Не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут, при какой температуре. Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смс-ки. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, ну, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить надлежащий автограф на книгу. Ну, кроме того, на моем сайте Stalik Group постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады.